мы приехали в Санкт-Петербург. Вот едет местный Яуза. Перегон Войсковица-Елизавете. Много где установлен вот такой уродский забор. Надраконили на нем одинаковые фотографии. Самый долбанутый перекресток из всех, что я видел. Доброе утро, друзья! 17 сентября на дворе. Продолжается наша командировка в Санкт-Петербург. Здесь мы фоткаем троллейбусы, автобусы, трамваи, локомотивы, метрошки и все остальное. Сегодня собираемся поехать снимать 60-й трамвай, где ходят красные Витязи, 31-й троллейбус, где ходят новые гармошки, а также старые гармошки ВМЗ. Ну и по городу еще погуляем. Может быть, заглянем в метро. В очередной раз я передаю привет Илье Варламову, потому что здесь, на здоровом куске дороги, нету ни одного пешеходного перехода. Нужно идти либо туда, либо нужно идти сюда. Очень удобно. Обожаю ходить. А вот новый белорусский троллейбус с увеличенным автономным ходом. Или электровоз с динамической подзарядкой. Как хотите, так и называйте. По-моему, выглядит замечательно. Вот такой сегодня нужно сфоткать только в нормальном месте, а не здесь. Вереница маршруток. Маршруток на проспекте Ветеранов очень много. Собака спратная, что это за долбаная маршрутка? Всю фотку испортила. Целый час нужно было морозить задницу, стоять, ждать этот ВМЗ несчастный, чтобы сделать такую фотку. И вдобавок он еще теперь через час где-то только обратно поедет. Черт из два его теперь сфоткаешь от ВМЗ. Придется теперь забить в него хер и идти уже снимать трамвая. Ну куда это годится? Ненавижу долбаные маршрутки. Почему они вечно портят фотографии? Причем до этого проехала целая толпа троллейбусов. Все нормально получили, сами видели. А именно нужный троллейбус получился херово. Как я вертел все это говнище. Ладно, пойдем уже отсюда. Ну что, дорогие друзья, закончена съемка на проспекте Ветеранов. Снимали мы в стиле Никиты Лапина, которому я хочу передать привет. Пришли на перекресток и сняли все, что проехало с одной точки. Посмотрите же, какие получили замечательные одинаковые фотографии. Алдыс из ТТС оценит. ЛВС-86, они до сих пор работают в Санкт-Петербурге в огромном количестве. Они еще 10 лет назад были старыми, а сейчас они уже вообще мега древние. О, сейчас мы на таком прокатимся. Обалдеть не встать, давно я на них не ездил. Заходи тоже. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка.
Дорогие друзья, а я напоминаю, что в прошлом выпуске, где я ездил в Калужскую область, я спрятал призовую карточку около полотняного завода. Эту карточку нашел вот этот чувак с Трейнпикса. Он и получит призовую кружку с грузовыми троллейбусами. А для вас у меня новая карточка, которую я спрячу здесь, на конечный лэмпс, прямо под камень. Питерцы, ваш ход. Ищите карточку и обменяйте ее на суперприз. На этот раз это будет кружка с изображением локомотивного депо Москва-2. Обалденная кружка. Такую вы нигде больше не найдете. Вышли почтой. Все расходы за мой счет. Просто найдите карточку и пришлите мне фотку с этой карточки. А если я приду в Питер, еще раз ее найду. Мне кружку подарят. Приближаемся к питерским американским горкам. Вот мы сели покататься в Альстоме. Французский трамвай. Очень хороший, мне нравится. Кстати, поскольку он сделан во Франции, а приборную панель переводили, видимо, в Google переводчик, там появилась такая забавная надпись. Хотя на самом деле эта кнопка отвечает за отключение приборов безопасности. Кстати, про Витязя водители отзываются не очень хорошо. Говорят, что вагоны собраны некачественно, и у них мягкие бандажи. Якобы при наезде на камушек вдавливается в бандаж, вместо того, чтобы ссыпаться в порошок. Школа. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица маршала Казакова, дом 22. Улица маршала Казакова, дом 22. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект маршала Жукова. Вот такой вот он Альстом. Отличный французский трамвай. Конечно, не без косяков, но в целом водители его любят. Даже больше, чем Витязь. Вот, кстати, еще один Альстом. Стоит, засаживает пассажиров. В Москве тоже есть один такой трамвайный вагон, только он не ездит. Вытаскивает его по праздникам или на трамвайном параде. Я его пару раз снимал, вот эта фотография. Полюбуйтесь же на отъезжающий Альстом. А вот с моста спускается очередной ЛВС-86. Когда я последний раз был в Питере 3 года назад, я думал, их уже не останется, а их еще дофигища. Их продолжают модернизировать. Вот как раз модернизант едет. Я, кстати, ошибся, это ЛВС-97, еще более редкий трамвай. Он отличается от 86-го тем, что у него узел сочинения висит в воздухе, а у ЛВС-86 он опирается на тележку. Этот трамвай более редкий и более интересный. На нем мы так и не покатались. Около станции метро Автово. Здесь я нашел такое милое маленькое солнышко. С трамваями на сегодня все. Достаточно нам этих ЛВСов, ЛМов, Витязей и прочего интересного добра. Сейчас мы поедем в центр Петербурга, ловить 31-й троллейбус. Ну и на метрошке покатаемся. Ну что же, пойдем отсюда?
мне еще нравится в Санкт-Петербурге, так это то, что здесь площади имеются в наличии. В Москве вся площадь давно уже застроена. Взять, к примеру, площадь Киевского вокзала. Да там нет никакой площади, там ничего от нее не осталось. Правда, непонятно, как эти площади переходить. Например, вот этот объект. Здесь вообще нет пешеходного перехода. То есть предлагается мне для того, чтобы перейти через этот объект, пройти туда к зданию, перейти там переход и уже идти там по тротуару. Кстати, очередной привет Илье Варламову. Для чего здесь нужна эта огромная бетонная площадка? Чтобы маршировать или чтобы вертолет сажать? Мне кажется, здесь можно было бы что-то построить. Например, не знаю, парк, сквер, велостоянку. Или торговый центр. Отличная же идея. Сюда вбахать торговый центр и получать деньги, а то что площади зазря пропадают. За что я люблю Санкт-Петербург, так это за то, что каждый день здесь проводятся парады общественного транспорта. На любой проспект приедешь, даже на проспект Ветеранов, и тут у тебя куча разных троллейбусов и автобусов. Мимо тебя проезжают ВМЗ, Трольза Мегаполис, Адмиралы, Витовты, еще бог знает что. Про автобусы вообще молчу. А вы помните, какие троллейбусы в Москве, а? Никаких, правильно, совершенно правильно, никаких троллейбусов в Москве нет. К сожалению, на улице пошел дождь и пришлось не ехать на 31-м маршрут. Вместо этого решили поехать посмотреть Гранд Макет. Следующая станция Московские ворота. доехали до Гранд Макета. Как вы уже поняли, здесь обязательно нужно быть в маске, поэтому мою морду вы здесь не увидите. Вот эта схема. Думаю, что дополнительные комментарии излишни. Просто посмотрите, какая она здоровая. Сейчас мы и посмотрим. Тут даже есть построение в армии. Здравствуйте, товарищи! Желаю всем стойкости духа и новых свершений во имя Родины. Правда, непонятно, кто из этих господ офицеров вещает.
Китайский тепловоз тут стоит, африканский электровоз, если не ошибаюсь. РЦ-4 он, по-моему, называется. Это, конечно, замечательно, но как в теории можно на ровной дороге так упасть с велосипеда? Ребята, хоть и после поездки в Калуге я взял с собой 2 аккумулятора, даже сейчас я оба их посадил, поэтому Grand Naked я больше снимать не буду. Посмотрите потом сами фотки в интернете. Ладно, как и в выпуске про Калугу, продолжим снимать все на мобилу. Такой вот замечательный Grand Naked. Мне лично очень понравилось. Конечно, все здесь снимать нет никакого смысла, на это может уйти часов 10. Мы походили здесь 1,5 часа, все не посмотрели толком. Детали можно разглядывать часами. Но в любом случае рекомендую к посещению, отличное место. Мне понравилось позалипать, даже не хуже, чем ловить троллейбус в городе. Ставлю это место супер лайк. Дорогие друзья, вы вновь видите на экране Сапсан, а это значит, что двухдневный тур по Санкт-Петербургу подходит к концу. Естественно, за 2 дня невозможно успеть посмотреть все транспортные достопримечательности, поэтому мы успели посетить 1 перегон кое-как. И на следующий день посетили 1 трамвайную ветку. Вот и все. Хотя планировали гораздо больше. Ну что же, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что смотрели. Не забывайте, призовая карточка на станции. Не забудьте, что на станции Лэмс хранится волшебная карточка, которая позволит вам заполучить крутую кружку, которая существует, наверное, в единственном экземпляре, по крайней мере, у меня только одна. Ну что же, дорогие друзья, Сапсан отличная вещь. 4 часа, и мы уже в Москве. Сидим в МЦД-2, едем домой. На этом поездка в Петербург закончена. Петюня, спасибо тебе огромное за съемку, отличная работа. Надеюсь, на монтаже я убежусь в этом еще раз. Ставлю тебе супер лайк за эту работу. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. И не забудьте, что в Санкт-Петербурге на конечной станции трамвая Лэмс спрятана призовая карточка, которую можно менять на кружку. До новых встреч. Скидывайте мне деньги на новое оборудование для съемок. Все ссылки в описании. Пока-пока.